Гутен так. Первое правило игры с Рамзаном в команде. Никогда не отдавай ему бэдж. Добро пожаловать. Мы едем на свой открывающий матч против TSM. Последний раз, когда мы играли против них, мы сыграли в ничью на Dream League. Поэтому сегодня нужно брать реванш и закрывать 2-0. Без вариантов. Что, погнали? Доставка бейджа, спасибо. О, вот, ББХ нормально теперь делаешь. Shadow Волк, стан, но спросим. Короче, вам точно надо брать 3 граната, это я уже говорил. И на Свене, если вы триплите, просто одну гранату иметь на Свене, на сапах. То есть, если у вас будет 3 гранаты, это будет заебись. Даже Матвей ее купил. Свен сам себе может выпалить, если ему так нужен пул, потом, когда запушит пачку. И по сути, у вас здесь должно быть трое. Уже нападать вы должны были на бутрайдера по таймингу. В комментариях говорят, что Довладос нажать на 5, а Роджа на 4. Потому что старого пса не научишь новым трюкам. Это хороший. Ну что, ребята, нас уже выгнали из игровой, потому что начались драфты. Мы находимся в Players Lounge, где мы будем смотреть игру. Тут очень атмосферно, очень шумно. Волнения пока что нет. Во-первых, потому что нам Леха пожелал удачи. Он будет смотреть и болеть из Белграда. Во-вторых, потому что мы как будто бы еще не понимаем, что происходит до конца. Но я не зарекаюсь, потому что все может измениться во время матча. He's scouting him all out. He gets the coil. BKB immediately from Tomato as they're looking for Browl. It's going to be the Underlord trying to join him, but the chain stuns are there. Void Spirit needs to get out. Astral Step is up. He's gone. The TP away into the base. He will make it, but the Doom's caught him terribly. Играем сейчас против ТСМ. Последний раз сыграли с ними 1-1. Вроде как играть они умеют. Постоянно фармят, много морфов всяких, пикают тераблейдов. Там очень сильный кэри игрок. Сейчас мы играем без Лехи, вроде как тяжело, но в целом пока справляемся. Вот смотрю игру. 14 тысяч выигрываем. Но это алхимик, поэтому вроде как и 10 на самом деле, если бы алхимика не было. This is way too much damage. The Aghanim Scepter Egg will be able to protect him. The Abyssal Blade is there. The follow of Abyssal Blade, the Sunder onto Rams, but the GGs are out. And TSM will drop in game number 1 here to 9 Pandas. Convincing start from the side of 9 Pandas. TSM. На самом деле все было бы лучше, если бы на активке хотя бы везло. Он из-за этого делает 2 даблкилла. Разъел. Это... А еще Феникс, знаете, почему еще имба? Потому что леса дохуя, он еще фармит, руны экспы берет. Почему-то мне показалось, что у меня экспы в этой игре пиздец дохуища. Ну, я еще соло килл залутал, и это тоже, да. Нет, даже после соло килла я имею в виду. Леха пишет подбадривающие сообщения, правда, содержание некоторых из них мне не очень понятно. Вот этого, например, где написано «Ебал вас сраку, молодцы». Но я думаю, что это тоже что-то позитивное. Не поймешь ты братскую любовь. Она такая. Yeah, let's go. Мы вчера против Ничи плюс Пита играли тоже. Да, ну вчера они были посильнее. Реально? Мы сегодня же почувствовали. Blink away, Kiyotaka pops a Haste Rune, the Ice Blast comes into the mid side, it does not connect onto anyone, and Bryle, he's just playing ping pong on the walls, gets caught by a Rupture instead. Robger ran down here, I don't know if she's gonna make it, man. The damage is too much. A huge tree volley once again from Kiyotaka, and they've done it. They've closed out the game, grabbing themselves the first 2-0 of the tournament. Well played from 9 Pandas. Игра прошла охуенно. Враги нихуя не делали, мы победили. Вот, собственно, такой вот комментарий. Повезло нам сегодня. Завтра будет тяжелее. Хорошо, классно, 2-0. Важные очки на самом деле. Главное стартануть, правильно? И мы это сделали, мы довольны. Леха продолжает писать нам милые сообщения. Практически валентинки. Стараемся Леху подзаменить немножечко. Ну, чё? В меру возможностей, собственно, своих. Саня помогает. Вот, делим как-то обязанности, так что, да. Сегодня мы играли против ТСМ. Соперники были достаточно сильные. Первая команда в Америке. Выиграли, повезло нам. Пики были хорошие, играли хорошо. По моим ощущениям, задрафтили для игры хорошо очень.
Из-за этого нам было просто играть. Каждый именно в личном скорее сыграл неплохо, то есть никто не проседал. Плюс они по игре как будто ничего не делали. Абсолютно любой смог был читаем, ничего не получалось у них. Мы никто не умирали из нас. Будем играть дальше, готовиться, тренироваться еще больше. Противник был не самый сложный, дальше будет еще сложнее. Завтра мы играем с Ликвидами. Это очень сильные соперники, нереально сильные. Вот сейчас пойдем тренироваться. Ну, надеюсь, если сыграем так же стабильно, то, думаю, можем хороший бой навязать. А вторая игра будет с Астрами. Тоже хорошие соперники, китайские. Астры сегодня вроде ликвидов даже выиграли. Надеюсь, минимум 1-1 с каждым из команд. Но надеюсь, и на больше. Астр любит пофармить, Ликвиды и давят, и фармят. В общем-то, болейте за нас. Да. Добрый день, дорогие друзья! Прямо сейчас мы находимся в Берлине и ведем прямой репортаж с берлинского мейджора. За моей спиной находится знаменитый берлинский велодром. И прямо сейчас в нем ведутся матчи мейджора ESL по доте. Мы тоже играем сегодня две очень важные встречи. Это встреча против Liquid, которые признанные отцы доты, и встреча против Астер, с которыми уже была ничего Бутбум, с которыми мы тоже встречались на лимском мейджоре. В общем, как бы то ни было, пожелайте нам удачи, потому что очки сами себя не заработают. Сплавая карта кэрри и саппорт, видишь, самая большая. Они через портал улетают, что делают. То есть у них вообще приоритет. Это изи линия тавер. Видишь, свой они типа пытаются забрать. Они тебе вообще похуй на все, кроме изи линия тавра врага и свой. Все покушали, поели, кроме Глеба. Как обычно, он проспал. Выезд из отеля у нас в 10:30. А на часах 10:29 Глеб все еще лежит в кровати. Влога я не могу с него одеяло стянуть. Почему? Считайте, как будто я сдернул одеяло, и он встает. Я тебе палец сейчас на ноге сломаю. Дефолтненькая тема. Обязательно нужна инфа. То есть 5-6 минута нужен какой-то вард, не на шрайн, они его, не на портал они его снимут. Нужен вард какой-то рядом с порталом, чтобы было видно, как они на него бегут, понял? Вот Если... так вот нажимаешь. Да, вот идешь. Вот я хочу, чтобы ты так нажал до покупки Атоса еще, Нет. и у тебя был Soul Нет. Или К. Нет. Ну и как хочешь, что. Результат 4:0 будет идеальным. 3:1 отличным. 2:2 неплохим. Все остальное я даже думать не хочу. Foxy behind the tower here gets the initiation onto Antares, but Kiyotaka comes in, does stop Pudge from initiating. A nice freezing field in from Insane. He's got a BKB protecting him as they're trying to burn down Miro. Ramsey's getting to work as well as Zai with his own BKB, trying to just survive for the moment, but Kiyotaka, he's on him, he's surrounding him, but Mickey on the Pudge is just way too strong, man. He's got his opening. Kiyotaka does manage to blink strike away. They're all falling on the side of Liquid. The Abyssal Blade comes out, and now Mickey, he's up for that. He's just gone, man. They can't actually escape. It's gonna be 5-0. They're doing a lot of damage, and there it is. Another beautiful back wall, and Ramsey's on the backside. Gets the initiation onto Insania, but there's gonna be the BKB dismember out from Mickey. He's gotta get out though. Ramsey's just starting to ramp up this damage. Mickey's gone. The disarm on Tanisha Fox to the beautiful stun catching for, but it's just raw. He doesn't care. Gets a smoke screen. And a nice hook will save him for the moment, but he just continues to jump on over. They do get the dismember into a nice arrow, but the damage. 6000? Понял, 6. Я понимаю, что шансы есть. Леха говорит, если бы Нага была, мы проебали бы за 10. Так я тоже думаю. Мы должны были закрывать либо мид, как я тебе говорил. Вот вы концепцию не понимаете драфта? Ты ставишь жадного фейнера с жадной четверкой. Да почему ДС не жадный флейнер? Почему? Ему на фул экспло оставлять, чтобы он на 5 уровень раньше появился. Ну, убили меня и не попустили крипам, я проебал ТП. No, this guy's angry. He just jumps in, gets the Stormhammer stun there. Ultra kills, he crushes Antares from a cleave as well. And that is it, the GG comes out. Man, I really wanted to see the Harpoon Glimpse interaction because I'm pretty sure it's coded like Timber Chain. So if you harpoon someone mid-glimpse, they teleport to you back across the map wherever you got. 1-1. Что разъебали их нереально. Это легендарная победа. Норм результат. Вот ты с утра встал, как ты думал, 1:1 это круто или ты не рассчитывал? Честно, помню. Вообще не думал ни о чем. Ну да, правильно. Главное забирать свое. Я говорю, они в ахуе, да, они в сильце нереально.
Пятый шторм. Ну, у них, наверное, та же самая стратегия с Ильшаком. Там от как скорость слишком сильно зависит от тройки, типа от тройки. Если кор слабее, то вообще пизда. Sumail is just no cares right now. He's just playing so aggressive. He just jumped straight up onto the high ground. He's gonna try and force some spells here out of Roger. Dude, the screams, the Sonic, what is this? It's Kiyotaka doing his best to survive this one, but the GG comes out, rightfully so, as it is all over for the side of Nine Pandas. Beautiful game here from the side of Aster, and tips out for Sumail. This man deserves it. An absolute masterclass performance on this Queen of Pain. Проиграли Астером первую карту. Очень много ошибок. Ну, я как зритель могу сказать, что игра не пошла с самого начала. Нам надо пофиксить забеги до крипов, до нулевой. По драфтам не знаю, это тренер вам скажет. Кнопки жмутся вроде бы нормально. Чего-то не хватает. Целостности какой-то. Но камбэкнули сегодня первую карту против Liquid. Очень тяжелую. Поэтому день пока идет 1-2. Планируем закончить его 2-2. Посмотрим. Все, началось? Давай, улыбнись, заебал. The Radiant scan, it does not connect onto the Clockwork. He does get a nice ward sentry up onto the high ground, and that will give them vision of Rams. He's going to instantly be able to BKB the Silence out onto the Storm Spirit. He needs help, and Fast and Doom's going to come out as well. Sumail falling and quickly. The Song of the Siren may be enough for him to get home. He's going to be able to channel onto the Fiend's Gate, into the fountain. He's got the long way around. He will make it. And now the question is, can you get out here on the side of Nine Pandas? The Avatars will take down the Clockwork. Nero starting to fall as well. The Spirit Vessel doing some work. The Ensnare does come through. Double kill for Kiyotaka. The heals from Roger up onto the high ground. It's allowing Nero to keep himself alive. The Silent Storm Spirit's in, and he's down, baby. Triple kill. Gets shut down here by Nine Pandas in game number 2 as the Throne exposed, being beat down here by the Alp. Looks like, yeah, no GG's quite yet. They're going to try all the way until the end, and Taurus will end up dying here to the Storm, but the Doom comes back off cooldown, and Sumail, he's trapped all alone here. And there it is. The GG comes through in a really well-played game from Nine Pandas. Ну, в первой карте мы сыграли не командно. Были определенные проблемы с тимплеем. Вот. И во второй мы, как сказать, нашли ошибки и по драфту, и по геймплею. И сделали хороший выход, да. Во второй умерли в 2 героя там. Вот, но все равно сыграли во второй игре, да. Провели определенные махинации с драфтом, с игрой. Да что, все хорошо играли, не только я. Ладно, Вован на пугне очень жестко играл. Нашли его скрытую сигну. Что ты чувствовал в тот момент? Ты думал, что умираешь на дубе, когда Вован всосал в тебя жизнь? Я думал, что он умирает, но я услышал его прекрасный голос. Он сидел прямо здесь. Я сразу понял, почувствовал его зов, то что он говорит, иди сюда, Матвей, ко мне. Все, я пошел к нему, сделал это. Сегодня у нас праздник. У нас везучий день сегодня. Решающий карты, блядь. Что будешь Тормонет, реген апнул. Что еще? При нынешних чинах, блядь, это же в первой карте с Лигой у нас и ФП было, и Райден. Так еще ты надо понять, что с Виспом делать. Мы выиграли. Потому что если мы с Виспом выиграем хотя бы одну игру, нам начнут банить релишки, это будет легко. Первая игра пошла не по плану, соперник был сильный, но мы камбэкнули, потому что у нас был хороший тимфайт. Во второй игре, что, я не знаю, Медуза. Я на ней не играл ни одной игры, решили взять. Вот, собственно, не пошла у нас каточка. Из того, что я заметил, что у нас куча разных идей еще после пика героев, то есть я так вижу, что все что-то разное предлагают, и поэтому хуйня происходит. Ну, в целом 2-2 с топ-1 группы нашей Астрами.
И с Лигадами неплохо. Вот и завершился второй игровой день. Он завершился для нас со счетом 2-2. Это были две ничьи, но очень непростые волевые ничьи. Была напряженная первая карта с Liquid, в которой мы сумели камбэкнуть. Была напряженная серия против Aster, в которой мы проиграли первую карту, но также сумели отжать вторую. И, в общем, все не так плохо. Текущий счет 4-2. Пока рано говорить о том, что это что-то значит, или что это сулит нам верхнюю сетку или нижнюю, потому что предстоит еще набрать много-много очков. А начнем мы их набирать прямо завтра с матчей с LGD и Bad Boom. Так что болейте, переживайте, ставьте колокольчики, подписывайтесь на наши социальные сети. И, конечно, не забывайте подписываться на телеграм-канал Глеба, потому что он сегодня был очень грустный, и надо его как-то порадовать. Сегодня третий день группового этапа. Мы играем с PSG LGD и нашими друзьями из Bad Boom. В лиге DPC мы у них выиграли. Возможно, сегодня они захотят взять реванш. Игры будут сложные, я думаю, такие же, как и вчера. Будем камбэкать. Может быть, будем вести сразу. Если смотреть на таблицу, то вроде бы мы сейчас находимся в серой зоне, и третий день, он очень важный. Поэтому посмотрим, чем он сегодня закончится. Посмотрим на результат. Ты сегодня написал в чат, что сколько вы заплатили Владу, чтобы он поднял с кровати. Что он сделал? Просто будил меня. Просто сказал, вставай. Иначе позову босса главного. А видеть вас в своей комнате я не очень хотел. Проблема в том, что здесь нет воды вообще, и мне пришлось идти в зону, где сидят менеджеры и все-все-все. Я просто отжал ящик. Почему бы и нет, собственно говоря. Правильно? Правильно. Matway, right? Yes. Matway, alright, fantastic. Да, что у нас сегодня особенный день. Наконец-то Valve поменяли Hellraisers на Nine Pandas в доте. Рано радоваться, потому что они еще не поменяли логотип. Чтобы поменять логотип, нужно пропатчить игру, поэтому если будет патч среди мажора, знаете, это из-за нас. Там нужно как-то взять аккуратно баунти, мы можем вот эту баунти взять аккуратно. Вдвоем? Ну, я смотрю, даю. Просто в грима, да, въехал? Просто сдох. Все, работа выполнена. Можно отдыхать. And the Storm Spirit immediately jumping onto that Keeper of the Light. Shiro's meanwhile going to battle out with Miro. Pops his BKB before the Doom. Meanwhile, the Coddle's dead. Now they've got the Chronosphere on Medusa. They are all in on this hero. The damage she has the BKB up. Meanwhile, Nothing to Say is going to try and execute the back line as best as possible. RP on it too. A great reaction from Zeal, but they're still limited on the damage. Trying to fight through this Dosa. The man is now gone, and they finally bring her down. Они забежали в узкий проход. 5 врагов, которые стоят на варде. Понимаешь? Да, я видел. То есть, типа... Поэтому Вован первый с Ионом пошел. Get the skewer back into that Void Remnant. That's pretty nice. And Tarius gets low, but not low enough. Can't actually finish off that kill, and Miro immediately goes for it. Ситуация не из лучших, Алдар, сейчас. Времени. Маны мало на шторме. Что? Куда он прыгал? Бали, Алдар, ты не выиграешь, забей. But couldn't do it. Nine Pandas managed to push it late, and once again, they will get another 40-minute victory. Взяли первую карту у двукратных финалистов НТ. Нормально. Джамба вообще. Я пьяный, блядь, с утра выпил. Пьяный? Там уже другая команда, как 5 лет. Это надо вырезать. Вот, и мне кажется, что хорошо убиваешь людей. Не, без шуток, вот, парни, со стороны, когда смотрел игру, казалось, что вот если бы был Феникс, и да, вот все было бы то же самое, такое чувство, вот они бы были на таймере, они бы нас бежали, а мы бы... Не было бы то же самое. Мы бы начало мид так не разъебали. Вообще файтить не могли бы. Да. Феникс под мидом — это мусор-герой. У нас штан был бы 0-2, может быть, миде. Но смертей бы не было. Да. Проблема будет в том, что если они шторма возьмут на Double Pick сейчас, чем мы ответим? Я бы секунд брал, честно. Больше возьми просто радианта, пусть выбирают сами, что хотят. Посмотрим, что выберут. Я могу с закрытыми глазами, сейчас хочешь, куда попаду? Главное... И Liquid вчерашний забег. Hellraiser забег не делать. Hellraiser забег мы не делаем больше. Мы теперь делаем забег Nine Pandas, нам сегодня ник сменили. The Remnant doesn't reveal him, doesn't weird. Now they jump in. Ramsey's going straight for the Phoenix. Not enough damage, though. Not gonna die fast enough. Has an opportunity to get some spells off. Pops that Supernova. They're gonna try and go for Ramses. He's going for the egg. He's going for the egg, and he pops it. Now, about to get an 8W on the board as he's gonna pounce forward, immediately going for the Ursa. If they go on the Ursa, there's no more damage left, and the Tinker is free to abuse the rest of lineup from LGD, and they will call it. You can try and shut Kiyotaka down, but he's coming. He's coming for you. And if I'm teams watching this team right now,
Honestly, you got to start respecting Nine Pandas in this tournament. Меня этот тип научил. Да я хотел купить Виндландс. Надо было надо было просто взять кольцо Фейзы и просто бегать этого дебила. Мы это обязательно вырежем. Меня бесит. Тебя бесит, что ты ошибся? Ну да. Ну все, ну это все. Фейзы, Винландс, блядь, купи стик, возьми в кольцо, блядь, и еби его дальше. У тебя 5000 должно быть. Эй, а что он сделал вообще? Жмет БКБ в лотусе, в ульте, просто в пустоту такой. Прыгает. We have Ramsey, sir. What a pleasure to watch you play, especially Alchemist. I think you have like 2 or 3 builds. Like after Radiance and BKB, you just buy Blink. Sometimes you buy Butterfly if you need misses, like against Terrorblade maybe. Maybe Phantom Assassin, Templar and Ursa as well. Первая игра была тяжелая, нас Медузы закрыли. Честно, там была очень трудная игра, потому что у них очень хороший драфт был в целом. Но если мы доживаем до 30 минуты, мы проиграть не можем, потому что Войд очень сильный герой. Там плюс-минус так и получилось, но во второй, честно, там на драфте вообще все кончилось. Там даже играть хорошо не надо было. But they are in on your mid lane. Again, can't fight into the Sandstorm though. GPK finding that out the hard way, and Ramsey's there with a nullifier. Back up to full HP with Roger tethering him. A great combo of stuns, and both of them die. GPK and Toronto Tokyo dead. The Ravage from Resolution clips onto the Storm. Very late indeed. Cancelling out the Meteor Hammer too. Ramsey's still in fighting shape, and Nightfall looking to run away as Kiyotaka zips back in. Another couple of stuns connecting. And Save has fallen. Bedboom too far forward. They'll all fall. It's going to be a team wipe here, and Nine Pandas don't lose a single soul. Resolution's tanky, but Ramses will pummel him into the ground. A huge fight for Nine Pandas, holding their high ground. Beautiful stuff here. Coming back against BetBoom in a game where it looked like BetBoom was starting to edge out this advantage, getting first and second Roshan. Легенда дальше. Легендарно. Легендарный король. Легендарный Сан Кинг. Ебаная ваша срака дырявая, молодцы. Это надо вырезать. Я рвут, когда у них хорошо, мы орем, когда у нас хорошо. Орали, когда сейф трипл-килл сделал, потом мы их 5 убили нахуй, тоже начали орать. Я посмотрел бот, и Виталий трипл-килл одним бластом сделал, я вайп играл. Затриплили, блядь. And targeted towards farming up, maybe getting a pick off wherever they can as Antares gets dived up top, but the egg is down and the turnaround play with the remote mines and the blast off coming forward. Resolution will fall. Turkeys, but now Toronto Tokyo being dubbed upon by Roger. A blast off from Save gets a bit of distance for himself, but the Sunray from Roger is there. A double kill for Phoenix. Can we make it a triple? Gets the takedown, and there you have it. Roger coming out of the gate swinging. Get to play the game. Mage there as well, reduces the damage. Oh, Kiyotaka, not again. No, again. Egg is there, but the focus from Bedboom acquiring targets left and right, and a triple kill for Nightfall. And Nine Pandas go blow for blow in this best of 2. Что, ко мне подходит Владос? А почему я вообще? Я думаю, я вот думал, почему Влад не прыгнул? Я такой думаю. мне прыгать в него? Я такой думаю. Чел на луна и просто бежит в него и умирает. Я стою матчап 70 на 30. Ну, нормально же, Чел колет, у меня плохая игра. Ну, как обычно, как обычно, Ноэт приходит, забирает мид. Приходит, как обычно, забирает мид у меня. Но я думаю, ну надо подпрыгнуть чела. Иду, из этого пола ошибаюсь и умираю. И просто умираю. Еще на меня свою вину просто скидывает. В целом день хороший. Могло быть лучше. Заруинили мне каточку, я думал, я сейчас засолю. Мой звездный час, а там сложно было. У них крепкий драфт, под Чена, там, СФ. В общем, нас засноуболили, приняли в топе плохой файт. До этого у нас было все хорошо, но стоит нам разок ошибиться, уже играть сложно. Так. Но вот день неплохой, 3-1, мы довольны в целом. Вот и подошел к концу третий игровой день. Он оказался самым продуктивным для нас, потому что принес нам целых 3 победы. Мы, конечно, проиграли последнюю карту против Бэтбум, но представим, что это не считается. Мы занимаем 2-е место в турнирной таблице на данный момент. Это, конечно, приятно, но особо ничего не решает, потому что у всех команд еще осталось по 3-4 встречи. Для нас это будут встречи с Execration, с Гладиаторами и с ЕГЭ. Последние 2 мы сыграем как раз-таки завтра. Так что болейте, смотрите, ставьте колокольчики, нюхайте цветочки и болейте за Nine Pandas.